Пропавшие виды всегда окутаны неким ореолом загадочности, особенно когда речь идет о столь ярких представителях природы, как бабочки. В середине XIX века одна из таких бабочек, чрезвычайно красочная и уникальная, неожиданно исчезла, став легендой среди энтомологов. Этот вид, известный в научных кругах как таинственная бабочка-мираж, впервые был обнаружен в отдаленных углах тропических лесов Южной Америки. Сохранились лишь редкие описания и несколько выцветших иллюстраций, которые сегодня выглядят как нечто между реальностью и фантазией. На протяжении 1,5 веков бабочка зачастую упоминалась лишь в книгах и легендах, как символ быстротечной красоты и мимолетности природы. Однако отсутствие физических свидетельств ее существования породило массу споров о ее реальности. Некоторые ученые даже полагали, что вид никогда не существовал в природе, и его описание всего лишь результат ошибки или неправильно интерпретированных данных. Тем не менее, в те времена, когда натуралисты путешествовали по неизведанным территориям и делали открытия, изменившие науку, эта бабочка оставалась на заднем плане, ожидала своего часа, чтобы вновь заявить о себе. Несмотря на то, что усилия найти хоть какие-то следы или потомков этой бабочки не увенчались успехом, легенды о ней не умирали. Бабочка стала символом надежды и непредсказуемости природы. Могла ли она ждать, чтобы в один прекрасный момент вновь напомнить о своем существовании? Находка века. Неожиданный след в неизведанных джунглях. Неожиданный поворот в этой загадочной истории произошел в неожиданном месте, в неизведанных джунглях на юге Амазонки. В середине 2000-х годов группа ученых, исследующих биоразнообразие региона, наткнулась на нечто удивительное. В ходе изучения насекомых были замечены яркие пятна, мелькающие среди густых зарослей. Сначала это приняли за игру света и тени, но когда команда ближе подошла к неприметному участку леса, перед их глазами предстала потрясающая картина. Бабочка-мираж, долгие годы считавшаяся вымершей, грациозно порхала среди цветов. Это открытие стало настоящей сенсацией. Специалисты немедленно организовали детальную съемку и сбор образцов для анализа. Вскоре стало ясно, это именно та самая бабочка, описания которой долгие годы вызывали споры и недоумения в научных кругах. Внимательный осмотр подтвердил, что сохранность особи и ее особенности точно совпадали с изначальными данными XIX века. Зачем и как она оказалась здесь, в столь удаленных уголках джунглей, оставалась загадкой. Но специфика места, изобилующего редкими видами растений и минимально тронутого человеком, стала логичным объяснением ее выживания. Этот уголок природы словно бы скрывал от мира древнюю тайну, ожидая, когда мир будет готов вновь принять и оценить эту великолепную бабочку. Но находка поднимала новые вопросы. Как этот вид смог оставаться незамеченным столь длительное время и что еще скрывают эти джунгли? Ответы на эти вопросы могли бы не только расширить наши знания о бабочке, но и пролить свет на эволюционные процессы всего региона. Воскрешение из небытия. Кто на самом деле нашел бабочку? Когда мир ошеломила новость о невероятном возвращении таинственной бабочки-миража, главный вопрос оставался без ответа. Кто же был тем счастливчиком, который первым обнаружил это исчезнувшее чудо природы? Казалось, что ключевую роль в этом открытии сыграла не только одна группа ученых, но также и необычные обстоятельства, при которых бабочка вновь предстала миру. Все началось с экспедиции молодого энтомолога, который с огромной страстью исследовал насекомых Амазонки. Имя этого увлеченного исследователя покрылось славой, когда он заметил нестандартную активность в привычных ему местах. Вместе с командой они случайно обнаружили бабочку, следуя за необычным маршрутом, который вел их вглубь леса. Интуиция и настойчивость энтомолога сыграли решающую роль, ведь именно он первым распознал тот самый почти мифический вид, несмотря на скептицизм коллег. Однако не менее впечатляющим оказалось и то, как бабочка была идентифицирована. Благодаря передовым методам анализа ДНК, которые на тот момент только начинали широко использоваться в полевых исследованиях, ученые смогли подтвердить свои догадки о происхождении образца. Это была не просто бабочка, а живая реликвия, сохранившаяся с времен, когда ее считали вымершей. Такое открытие стало возможным благодаря стечению многих факторов, начиная от случайности и заканчивая упорным трудом исследователей. Эта невероятная история не только прославила энтомолога, но и показала миру, как случайные находки могут перевернуть наше представление об окружающей природе. Надежда, что где-то в мире все еще скрываются исчезнувшие виды, вновь разожглась в сердцах ученых, но конкретно эта находка привела к новым вопросам и исследованиям, которые могли бы раскрыть больше тайн об удивительных способностях этих созданий к выживанию. Удивительная находка. Детали, которые поразили ученых. Находка бабочки-миража всколыхнула научное сообщество, но еще больше потрясла детали, которые открылись перед исследователями. Первое, что поразило ученых, это исключительная яркость ее крыльев. Бабочка, описанная в XIX веке, обладала уникальным сочетанием синего и золотого цветов, которые словно переливались на свету.
Считалось, что такая окраска могла привлечь внимание хищников, но ее реальное предназначение оказалось намного более сложным. Оказалось, что бабочка использует эти цвета для оптической иллюзии, создавая эффект исчезновения, что делает ее практически невидимой для врагов. Вторым открытием стало строение ее тела и крыльев. Аэродинамические свойства были идеальны для ловкого маневрирования в густой растительности джунглей, что позволяло бабочке быстро скрываться от опасности. Ученые обнаружили, что ее крылья покрыты микроскопическими чешуйками, способствующими отражению света, благодаря чему создается эффект светоотражательной мимикрии. Именно это позволяло бабочке выживать на протяжении столь долгого времени, несмотря на все трудности. Кроме того, особый интерес вызвало ее поведение и методы общения с другими особями. Исследователи заметили, что бабочка использует сложные движения крыльев и особые феромоны для взаимодействия с другими экземплярами, что является редкостью среди насекомых. Это демонстрировало высокую степень социального взаимодействия, которую раньше не ассоциировали с этим видом. Все эти уникальные черты указали на невероятную адаптивность и эволюционную изощренность вида. Эти находки не только подтвердили теорию о существовании вида, но и заставили ученых пересмотреть свои взгляды на эволюционные процессы. Бабочка миража стала ярким примером того, как природа может удивлять и какие неожиданные механизмы она может использовать для выживания. Однако главные сюрпризы еще впереди, ведь разгадка уникальной ДНК бабочки обещает новые открытия. Эволюция под микроскопом, что скрывает древняя ДНК. Исследования ДНК таинственной бабочки миража стали настоящей сенсацией в научных кругах. Ученые вскоре обнаружили, что в ее геноме скрывалось множество интересных фактов, которые могли бы объяснить ее удивительную способность выживать. Первое, что вызвало всеобщее удивление, это наличие генетических маркеров, которые раньше не встречались ни в одной другой известной бабочке. Эти уникальные участки ДНК, по мнению исследователей, могли предоставить информацию о том, как вид адаптировался к изменениям окружающей среды. Еще одно интригующее открытие заключалось в генах, ответственных за цвет крыльев бабочки. Оказалось, что эти гены подвергались необычным изменениям во времени, что позволяло бабочке менять свою окраску в зависимости от условий освещения и опасности. Такое явление, известное как генная пластичность, до этого момента наблюдалось только у некоторых высокоразвитых животных. Кроме того, анализ древней ДНК показал, что бабочка-мираж способна к быстрому изменению метаболизма в ответ на изменение температуры и влажности. Это уникальное качество позволяло ей выживать в условиях джунглей, где климатические условия могли резко изменяться. Интересно, что такие способности обычно характерны для видов, существующих в крайне нестабильных условиях. Результаты исследований не только предоставили новые данные о генетических адаптациях, но и открыли возможность дальнейшего изучения эволюционных процессов. Бабочка-мираж стала ключом к пониманию того, как некоторые виды могут оставаться скрытыми в течение столь длительного времени. Эволюция ее генома показала, что природа продолжает удивлять, и что ее механизмы выживания куда сложнее, чем предполагали ученые. Этот новый взгляд на эволюцию обещает не только новые открытия, но и возможность изменить наше понимание процессов, происходящих в природе. Новые открытия, как бабочка раскрыла тайны выживания. Однако самым захватывающим в открытии бабочки миража стало то, как она раскрыла некоторые тайны выживания в сложных условиях. После изучения ее образцов и наблюдения за поведением, ученые обнаружили невероятные механизмы, которые позволили этому виду оставаться невидимым для науки на протяжении 1,5 веков. Первым удивительным открытием стало то, что бабочка-мираж способна адаптироваться к различным видам угроз, используя свое уникальное окрашивание крыльев. Благодаря особым пигментам бабочка в зависимости от освещения и времени суток может менять интенсивность своих цветов, создавая иллюзию слияния с окружающей средой. Это помогало ей избегать хищников и прятаться от наблюдателей. Такой процесс адаптации свидетельствовал о том, что даже самые небольшие изменения в среде могли быть использованы для выживания. Также исследователи обнаружили, что бабочка обладает невероятной способностью к миграции. Несмотря на то, что ей приписывали ограниченное место обитания, оказалось, что бабочка может передвигаться на значительные расстояния в поисках пищи и новых территорий. Это открытие бросило вызов предыдущим представлениям о ее экологии и показало, что этот вид активно перемещался, избегая неблагоприятных условий и переизбытка конкуренции. Кроме того, бабочка-мираж продемонстрировала удивительное поведение в условиях изменяющегося климата. Исследования показали, что она может изменять свои миграционные маршруты и циклы воспроизводства в зависимости от погодных условий, что свидетельствует о высокой степени пластичности ее жизненного цикла. Эти способности помогали ей приспосабливаться и выживать даже в самых нестабильных условиях. Эти новые открытия не только удивили
удивили ученых, но и подтолкнули к пересмотру некоторых основополагающих концепций в области биологии и экологии. Бабочка-мираж проявила себя не просто как редкий и таинственный вид, но как живой пример того, как природа может удивлять своими способностями к выживанию и адаптации. Регион ее обитания, казалось, был одной из последних границ, где человечество еще не полностью изучило хитросплетение жизни, и это открытие стало лишь началом нового этапа в понимании природы. Экосистема под угрозой. Что значит возвращение бабочки? Возвращение бабочки-миража встревожило ученых не только возможностью раскрыть тайны прошлого, но и потенциальными последствиями для экосистемы. Это событие стало вызовом для местной среды, ставя вопросы о ее взаимодействии с другими видами и последствиях для экологического равновесия. Появление этой бабочки вновь могло вызвать изменения в существующих пищевых цепочках региона. Прежде всего, неизвестно, как ее присутствие может повлиять на других насекомых и опыление редких растений, с которыми она могла взаимодействовать. Восстановление популяции бабочки миража может привести к усиленной конкуренции за ресурсы, что способно изменить баланс в экосистемах. Кроме того, бабочка-мираж могла стать частью новой сети хищников и жертв, тем самым перераспределив численность существующих видов. Не исключено, что ее возвращение привлечет внимание новых хищников, что создаст дополнительные угрозы для уже обитающих в регионе насекомых. Влияние бабочки на уровень биоразнообразия стало важным предметом исследования, учитывая ее потенциальную роль в распространении и воздействии местных болезней. Ученые начали пристально изучать, какие микроорганизмы могут переносить эти бабочки и как это может отразиться на других формах жизни. Возвращение этого вида также усилило необходимость в защите редких и уязвимых территорий. Осознание того, что такие виды могут существовать и процветать в нетронутых человеком экосистемах, послужило напоминанием о важности сохранения биоразнообразия. Исследования показали, что прошедшие десятилетия разрушения окружающей среды могли бы затормозить возвращение таких видов, если бы не сохранившиеся укрытия в виде неизведанных уголков джунглей. Эти аспекты подчеркивают, насколько взаимосвязано все в природе и придают новое значение усилиям по защите и изучению мест обитания, которые могут скрывать другие исчезнувшие виды. Скрытая угроза или новый союзник. Влияние на биоразнообразие. Однако возвращение бабочки-миража представляет собой не только захватывающую научную находку, но и сложный вызов для биоразнообразия региона. Ее внезапное появление в экосистеме, долгое время считавшейся стабильной без нее, может вызвать значительные изменения. Во-первых, бабочка-миража может начать конкуренцию за ресурсы с местными видами, что неизбежно отразится на пищевых цепочках. Потенциальная агрессивность в поиске пищи может привести к сокращению популяции других насекомых, которые раньше не имели такого соперника. Кроме того, бабочка-мираж может стать новой добычей для хищников, что может изменить их кормовую базу и повлиять на экосистемные процессы. Интересно, как изменится баланс хищников, если они начнут охотиться на этот новый вид. Однако это не единственный аспект, который стоит учитывать. Бабочка может также оказать влияние на опыление растений, которым необходимы насекомые для размножения. Включение бабочки-миража в этот процесс может неожиданно изменить флору региона. Еще один аспект, который вызывает беспокойство, это переносимость бабочкой микроорганизмов. Она может стать переносчиком редких заболеваний, потенциально угрожая местным видам. Такое развитие событий может повлечь за собой необходимость срочных исследований для предотвращения вспышек болезней. Нельзя забывать и о том, что сам факт возвращения этого вида подчеркивает важность охраны уязвимых мест обитания. Они могут скрывать множество других видов, исчезнувших или находящихся на грани исчезновения, и обеспечивать их выживание и адаптацию. Таким образом, внимание на бабочку-миражу подчеркивает, насколько важно сохранить и защитить биоразнообразие, чтобы избежать дальнейших неожиданных изменений в природе. Разрушение всех теорий. Как бабочка изменила науку? Научное сообщество было ошеломлено, когда бабочка-мираж вновь заявила о себе, и ее возвращение заставило переосмыслить многие устоявшиеся теории. В первую очередь, ее существование на протяжении 1,5 веков, несмотря на убежденность ученых в ее исчезновении, потребовало пересмотреть методологии изучения вымерших видов. Как оказалось, природа может скрывать свои тайны гораздо дольше, чем предполагалось. И это открытие подчеркнуло необходимость более углубленных и разнообразных способов исследования биоразнообразия. Ранее считалось, что виды, исчезнувшие из поля зрения научной общественности, обречены на вымирание из-за изменяющихся условий обитания и человеческой деятельности. Однако бабочка-мираж доказала, что некоторые виды могут адаптироваться и процветать в изолированных экосистемах, укрытых от человеческого вмешательства. Этот случай проложил путь к пересмотру теории изоляции и адаптации в эволюционной биологии, подтвердив, что изолированные популяции способны к развитию уникальных механизмов выживания. Кроме того, бабочка-мираж вызвала изменения в понимании самой эволюции.
Ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям, такие как изменчивое окрашивание крыльев и адаптация метаболизма, показали, что эволюционные процессы могут происходить намного быстрее и более кардинально, чем предполагалось ранее. Это открытие стимулировало новые исследования в области генетики и эпигенетики, чтобы понять, как эти изменения происходят на молекулярном уровне. Наконец, удивительные механизмы выживания, демонстрируемые бабочкой-миражом, привели к пересмотру концепции устойчивости видов. Ее возвращение подчеркивает, что виды, которые считались исчезнувшими, могут провоцировать мощные изменения в учении о биологическом разнообразии. Это заставило ученых признать, что природа всегда может удивлять, и ее сложность гораздо глубже, чем предполагалось, предлагая бесконечные возможности для будущих открытий. Уроки природы. Что можно узнать у этой удивительной бабочки? Уроки, которые мы можем извлечь из истории бабочки-миража, поистине впечатляют. Во-первых, этот вид показывает невероятную стойкость природы. На протяжении 1,5 века бабочка сумела скрываться от человеческих глаз, адаптируясь к постоянно изменяющимся условиям. Этот феномен выживания иллюстрирует, как даже мельчайшие организмы могут приспосабливаться и процветать вне зависимости от угроз, с которыми они сталкиваются. Природная среда, казалось бы, изменчивая и опасная, может стать убежищем для таких видов, как бабочка-мираж. Во-вторых, бабочка продемонстрировала удивительное взаимодействие с окружающей средой. Ее способность менять окраску в зависимости от условий освещения и угроз показывает не только высокий уровень адаптивности, но и сложность, с которой она вписывается в свою экосистему. Это подчеркивает важность изучения мелких изменений окружающей среды, которые могут влиять на выживаемость видов. Кроме того, бабочка-мираж дала неожиданный урок о коммуникации в мире насекомых. Ее сложные движения крыльев и использование феромонов для общения с сородичами открыли новый взгляд на социальное поведение насекомых. Это обогатило наше понимание о биологической сложности и взаимодействии этих существ с экосистемой. Эта маленькая бабочка преподала человечеству один из самых больших уроков о важности сохранения биоразнообразия. Ее история выживания и возвращения напоминает нам о необходимости охраны природных территорий, где скрываются неведомые миру обитатели. Каждый вид может содержать в себе ключ к разгадке более сложных тайн природы, и бабочка-мираж стала живым доказательством того, что мы знаем о мире вокруг нас далеко не все.